Всем привет! Вы на канале Готовим дома. Этот ужин настолько вкусный, что моя семья просит готовить его каждую неделю. Сейчас покажу почему, вам точно понравится. Выкладываем в разогретую сковородку говяжий фарш. Хорошо разминаем лопаткой, разбивая комочки. Добавляем немного оливкового масла. Приправляем солью и черным молотым перцем по вкусу. Жарим фарш 5-6 минут до румяности. Кстати, напишите в комментариях, вы чаще готовите из говядины или из индейки. Пусть фарш пока немного зарумянится, а мы с вами мелко нарежем лук. Мне нравится использовать небольшую луковицу или половинку луковицы. Она добавляет легкую сладость, но не перебивает вкус. Отправляем лук к фаршу и жарим еще 2-3 минуты до мягкости. Вот на этом этапе кухня начинает пахнуть просто волшебно. Теперь берем 3 зубчика чеснока, придавливаем чеснок ножом и мелко рубим. Свежий чеснок придает блюду тот самый домашний аромат. Отправляем чеснок в сковородку к фаршу с луком и обжариваем буквально 30 секунд. Вся кухня наполняется просто волшебным ароматом. Теперь грибы, у меня шампиньоны, но подойдут любые. Режем грибы крупными ломтиками, чтобы они остались сочными и мягкими. Это то самое блюдо, которое любят все, сытное, домашнее и очень ароматное. Готово. Отправляем грибы к фаршу с луком, немного соли, и они сразу начинают выделять сок. Грибы впитают в себя весь вкус мяса и соуса, получится просто невероятно вкусно. Жарим все вместе 5-7 минут, иногда помешивая. Грибы станут темными, ароматными, это то, что нужно. А вы тоже любите грибы так же, как я? Напишите в комментариях. Теперь добавляем 1 столовую ложку муки и хорошо перемешаем. Это поможет сделать соус густым. Чайная ложка дижонской горчицы и ложка вустерского соуса. Можно заменить соевым соусом. Горчица и вустерский соус придадут блюду насыщенный глубокий вкус. Вливаем говяжий бульон. Еще раз хорошо перемешаем. Соус должен стать густым и однородным. Если хотите побольше соуса, добавьте еще немного бульона или воды, все по вашему вкусу. Даем закипеть, потом убавляем огонь. Теперь прямо в сковородку добавляем пасту. Подойдет яичная лапша или любая короткая паста. Никаких лишних кастрюль, все готовится вместе. Вот за это я люблю блюдо в одной сковороде. Быстро, удобно и минимум посуды. Готовим 10-12 минут до состояния аль денте. Если соус густеет, добавляем немного бульона или воды в процессе. Паста уже готова, пробуем на вкус и при необходимости добавим еще немного соли и перца. В самом конце добавляю сметану, немного петрушки. Посмотрите, очень вкусно выглядит и пахнет просто невероятно. Огонь уже можно выключить или сделать минимальный. Сразу видно, будет невероятно вкусно. Все уже готово, только посмотрите, какой нежный, какой густой обволакивающий соус с пастой, грибами и фаршем. Соус густой, насыщенный, паста мягкая, нежная, а грибы сочные. Все идеально соединилось, и это очень вкусно. Такой ужин хочется готовить снова и снова. Давайте скорее попробуем. Все такое нежное в сливочном грибном соусе с говядиной. Невероятно нежное, ароматное. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь. И до встречи в моем новом вкусном видео.